Всем здравствуйте! В этом видео я хотела рассказать вам историю кованой гробницы-усыпальницы на старом православном кладбище по улице Антонова в Гродно. Но когда стала искать данные, то нашлось столько интересных фактов и историй про художественные работы из металла в Гродно, что рассказать только одну историю мне показалось мало. Поэтому еще в этом видео я расскажу, какие династии мастеров были в Гродно в 19-20 веках, как отличить кованый балкон от литого, и покажу, кому принадлежат наиболее заметные и интересные работы из металла в городе Гродно. Во всяком случае, теперь, проходя по городу, вы будете точно смотреть на балконы, ограды, решетки и козырьки совсем другим взглядом. Если заинтересовало, то присоединяйтесь. Гродно – город особенный, и каждый, кто попадает в него впервые, обращает внимание на большое количество ажурных металлических заборов, решеток и балконов, которые украшают дома в историческом центре. Город поражает разнообразием, и причем в разной технике и стиле. Много кованых изделий, но много и литья из чугуна. Первоначально я хотела рассказать только о гробнице-усыпальнице работы гродненских мастеров-качанов, которая находится на старом православном кладбище на улице Антонова. Но в процессе сбора материала совершенно случайно в одной статье я наткнулась на сноску о литературном источнике. Это была книга Любови Зориной «Художественный металл в Гродно», и поняла, что не рассказать об этом будет неправильно. Столько интересных фактов, фотографий, исторических справок, и если наложить этот текст на видеоряд, то получится очень интересное видео и познавательно, что, согласитесь, также важно. И все пошло совершенно по другому сценарию, потому что невозможно рассказать историю про усыпальницу и не рассказать про кузнечные и литейные мастерские, которые все это изготавливали на рубеже 19 и 20 веков. Это был бы неполный рассказ, в котором самое интересное осталось бы за скобками. Поэтому прежде чем рассказать про гробницу, надо все же рассказать об источнике, о мастерских, которые все это изготавливали и как все начиналось. Есть мнение, что большинство старинных балконов, сохранившихся в Гродно, относятся к мастерской Качанов. Но это не совсем так, просто их работы были из ковки, а значит значительно легче литых. Кованые не такие аварийные с течением времени, как тяжелые литые конструкции, вот и сохранилось их просто больше. Литые иногда снимали с фасадов домов в целях безопасности и вот оставляли только балки. В конце 19 и начале 20 веков в городе насчитывается несколько мастерских, работающих с металлом, и производство оград, балконов, козырьков, дверей и ворот – достаточно прибыльное и востребованное дело, освоить которое, конечно, мог не любой желающий. Исключительную роль в облике Гродно сыграл пожар 1885 года, уничтоживший лучшую и большую его часть, но и тем самым в ближайшие 2-3 десятилетия после него были застроены все центральные улицы и площади, и многие в популярном тогда новом стиле модерн, который дал возможность для второго рождения изделиям, вышедшим из наковальни художественных мастерских города. Существует два способа изготовления изделий из металла – это ковка и литье. И если ковка – это работа мастера с металлом вручную, и это были индивидуальные заказы и работы, то литье – это отлив изделий из чугуна в заранее заготовленных формах, которые могли тиражироваться и часто имели повторяющийся орнамент. Яркий пример литья – это чугунные балясины на лестницах в подъездах старых домов. В Гродно они достаточно разнообразной формы, если вы, конечно, обращаете внимание на такие вещи, и все еще неплохо сохранились во многих домах и учреждениях в городе. А кованые изделия, вот яркий пример этот балкон, они более легкие, воздушные, изящные, в них есть воздух. А вот это уже литье. Я дальше расскажу на более конкретных примерах. Так вот, в конце 19-го, начале 20 века в Гродно было несколько основных фирм по производству этих изделий. Кованые изделия – это мастерская Качанов, мастерская Игнатия Селеневича и работы еврейского цеха. А литые балконы и ограды – это белостоцкая фирма Антона Вечорки. Была еще мастерская братьев Гальских, которая занималась только надгробными оградами и крестами в ковке. Существовали, конечно же, кузнецы-одиночки, которые объединялись в кузнечную артель, но крупных заказов они не имели. Все мастерские, конечно же, имели свой неповторимый стиль в работе, но в то же время многие изделия снабжались фабричными марками вот такого вида. Это небольшие таблички из мягкого металла с названием фирмы или фамилией мастера, которые крепились на видном месте и таким образом служили рекламой и гарантировали качество.
Гродненские мастера имели фабричные марки на 2 языках – на русском и польском, и благодаря этим маркам можно доподлинно идентифицировать мастера. Таким образом, стало точно известно, что ограда у Свято-Покровского кафедрального собора принадлежит работам мастерской Кочанов. И обратите внимание на рисунок ограды, точно такой же использовался в ограждении парка Желибера. Таким образом, можно сделать вывод, что и ограда парка принадлежит также работе мастерской Кочанов, потому что копировать работу другого было не принято, и каждый мастер старался выработать свой индивидуальный стиль. И раз уж мы у входа с вами в парк Желибера, то спрошу, обращали ли вы внимание на чугунные литые вазы с головами баранов на столбах у входа? Удивительно, но в этом году им будет 100 лет. Они были установлены здесь в 1925 году. Сейчас я покажу вам наиболее заметные работы в городе и расскажу, кто их изготовил. Например, вот этот старый пролет Губернаторского моста вышел из мастерской Игнатия Селеневича. А перила Михайловского изготовлены в еврейском цеху. Михайловский – это тот, который на улице Ожешка. На них еще остались следы артиллерийских снарядов. Ограда забора на Ленина, 17 – это работа мастерской Игнатия Селеневича. Так же, как и громоотвод на башне дома Тальгельма на углу улицы Ленина и Карбышева. Обращали когда-нибудь внимание, что на углу на самом пике стоит громоотвод? Вот это кованая работа начала 20 века. А что же с балконами? Какие из них литые, а какие чугунные? И кому из мастеров принадлежит изготовление? Тут проще. Литые балконы отличались значительным весом конструкции, поэтому для них характерно оформление низа фестонами различной формы, иногда наличие металлической розетки, вот как здесь, внизу, и также крепление на консольных балках с модулями. Они более грубые, если можно так выразиться, у них такой основательный вид. И, конечно же, для них характерен повторяющийся рисунок балок. Это отлитые формы, поэтому они такого однотипного вида. А для кованых изделий не характерно наличие балок под балконами для более прочного крепления, потому что вес кованого изделия значительно меньше, и яркий пример кованых балконов вот с такими бетонными полами. Они более легкие, изящные, в них как бы есть воздух. Конечно, бывает, что и они устанавливаются на фигурных балках, но чаще всего это сделано для красоты. Большинство чугунных литых балконов в нашем городе принадлежит работе мастерской фирмы Антона Вечерки, которая располагалась в Белостоке. До конца XIX века большая часть металлических литых конструкций доставлялась в Гродно из других мест. В Гродно были мастерские по кованым изделиям, а вот чугунно-плавильные заводы, на которых изготавливались лестницы, решетки, ограды и балконов, были в основном в Германии. Очень яркий пример литых чугунных изделий – это подъезды на Свердлова, где вот в этом здании бывшего еврейской больницы, и такой же второй аналогичный подъезд есть на улице Ожешка в бывшем здании Мариинской гимназии. Сейчас это университет Янки Купалы. Оба подъезда, скорее всего, были привезены по заказу в Гродно и уже установлены здесь. В городе в 1880 году был открыт чугунно-литейный завод Андерса и Рускова. И был еще один чугунно-литейный, который принадлежал нескольким владельцам под общей маркой Файнгольд. Но балконов с клеймами этих заводов в книге Зориной я не нашла. По внешнему виду литые балконы тоже имеют отличия. Они в основном в стиле необарокко, неоренессанса, редко классицизма, ну, с завитушками, если проще сказать. И фрагменты в них часто имеют повторяющийся рисунок. А кованые – это уже в основном классицизм и модерн. И вот тут в стиле модерн и классицизм работали в основном Кочаны и Селеневич. Сейчас покажу примеры работ Кочанов в балконах и оградах в нашем городе. Это здание по улице Городничанской, бывший ресторан «Белосток», а еще раньше отель «Рояль». Здесь балконы, козырек подъезда, а также перила ограждения на крыше, изготовлены в их мастерской. А прямо напротив бывшего ресторана стоит здание с адресом Тельмана 9. 2 балкона на нем изготовлены мастером в стиле модерн с растительным орнаментом, который перекликается с орнаментом на самом здании. Еще их работа – это лестница в бывшем реальном училище на Академической, жалко, у меня только был в архиве маленький кусочек. Дальше дом со львами на Студенческой, на крыше дома перила, изготовлены фирмой Кочанов, а также кованые ажурные решетки на застекленной части двери.
Удивительно, как это все сохранилось, это работы начала 20 века. Удивительно, потому что дом был много лет заброшен. Еще в нашем городе есть очень заметный красивый дом на Кирова 32. Это дом купцов Косовских. И вот здесь на нем балконы и перила крыши изготовлены также кочанами. В таком модном тогда стиле модерн. А теперь покажу работы Селеневича. Это балкон на отеле «Семашко», бывший дом купца Муравьевых. Но это балкон, восстановленный в 2015 году по рисункам и эскизам. Точная копия балкона работы Селеневича. А кто его восстановил, я расскажу обязательно чуть позже в этом видео, когда буду рассказывать про современных мастеров кузнечного дела в Гродно. Как видно на старых фото, сами балконы не сохранились. Или были в плохом состоянии и их демонтировали. И в 2015 году их реставрировали заново. А если вы когда-нибудь будете гулять в старом и новом замке, обойдите новый замок вокруг. На фасаде замка есть 4 балкона работы Селеневича. Кованые и великолепно сохранившиеся. Дальше, как я уже говорила, это громоотвод на доме Тальгельма, тоже принадлежит его руке работа, и перила ограждения на Ленина 17. А также и очень интересная работа, сохранившаяся с клеймом мастера, есть в Фарном костеле в городе Гродно. Это ограда могилы Тезенгауза, сделанная в мастерской Селеневича. А самая большая группа оград на старинных гродненских кладбищах вышла из мастерской Кочанов. Глава семьи и фирмы Василий Андреевич Кочан родился в 1853 году и в мастерской работал с 2 сыновьями – Андреем и Осипом. И первое документальное свидетельство о фирме Кочанов рассказывает, что мастерская находилась рядом с имением Станиславова, их дом был в Гродно на современной улице Кахановского, 13, и мастерская там просуществовала до 1928 года. Увы, в 2012 году этот дом был снесен, поэтому показать как бы и нечего. А в Гродненском историческом архиве указан род занятий фирмы – это выделка надгробных памятников, крестов и оград. Сам Василий Кочан был резчиком по камню, а его сыновья Андрей и Осип – кузнецами. И вот тут мы подходим к усыпальнице на старом православном кладбище. Православное кладбище по улице Антонова, раньше, кстати, эта улица называлась Иерусалимская, очень красиво, в Гродно. Так вот, там самый старый некрополь в городе, и письменных свидетельств о времени основания старейшего православного кладбища исследователи не имеют. Однако, если судить по хронологии проводившихся здесь захоронений, то имеются достаточно убедительные основания считать началом его истории конец 18 столетия. Отчасти потому, что такие же по времени архитектуре надгробия имеются и на соседнем католическом Фарном кладбище, основанном в 1792 году. И думаю, каждый, кто хоть раз побывал на старом православном кладбище, обратил внимание на красивую металлическую гробницу-часовню, окрашенную в синий цвет. Это гробница работы мастерской Кочанов, а точнее Андрея Васильевича Кочана. И, как пишет историк Зорина в своей книге об этой часовне, эта усыпальница – явление неординарное, эффектное, говорящее об определенном уровне мастерства и смелости автора. Стены выполнены из оцинкованной стали, которая в то время только появилась и стоила очень дорого. Листы соединены между собой ювелирной заклепкой, которая создается на поверхности узор в виде бисера. Арочные окна были застеклены цветным стеклом, вставленным в витражные рамы, а снаружи все 8 окон были украшены коваными подсолнухами. Увы, они позже были украдены. Крыша пирамидальной формы была выполнена из армированных стеклянных блоков, вставленных в металлическую сетку, и каждый блок имеет свою уникальную форму. Все это закрашено. И армированное стекло тоже только тогда недавно появилось и стоило с учетом индивидуального производства дороже хрусталя. Кое-где остались остатки цветных стекол в витражах окон. Я буду вам показывать и акцентировать ваше внимание на этом. А крышу венчает чешуйчатая луковица из оцинкованной стали и стальной крест, который был утерян. А на верхней части входной двери находился кованый ажурный крест, украшенный цветами и листьями. Он был сорван и почему-то вот лежит рядышком, приварен к чужой ограде могилы. Благодаря вставкам разноцветного стекла
все это великолепие сверкало и переливалось, и выглядело как огромное ювелирное изделие, как красивая шкатулка. А в часовне на полу лежит керамическая плитка. Точнее, это уже ее остатки. Это керамическая плитка фирмы Дзевульский и Лянш, которая была поставщиком императорского двора. И такие плитки были во многих петербургских дворцах. Посреди пола, вероятно, стояла чугунная плита с надписями, которую в советское время сняли вандалы и сдали на лом. Поэтому никто долгое время не знал, кто здесь похоронен, пока этим вопросом не занялись краеведы, и только после этого в интернете появилось множество статей на эту тему. Впрочем, они копировали друг друга. Так что я расскажу вам, что мне удалось узнать. Это могила девушки, 14 лет. Она скоропостижно скончалась после непродолжительной болезни в городе Ялта. Оттуда же было привезено в Гродно тело и похоронено в усыпальнице. Похороненная девушка – дворянка Мириамна Маврикиевна Бялыня Рожепецкая, 1899 год рождения и 1913 год, когда ее похоронили. И благодаря усилиям краеведов не так давно здесь появилась табличка с надписью ее имени. Что о ней известно? Она была единственным поздним ребенком, и интересно значение в переводе с древнееврейского имени – «Море печали». Мириамна – это «Море печали». Она была крещена в Софийском соборе в городе Гродно, а ее крестными родителями стала жена губернатора Батюшкова и генерал-майор Бобровский. Это говорило также о знатности ее рода и принадлежности к высшему обществу. В документах гимназии нашлась ее метрика и свидетельство дворянства отца. Осенью Мириамна с матерью оказались в Ялте осенью 1913 года, где девушка, скорее всего, от быстро развившейся чехотки умерла, не дожив до 15 лет. И ее тело было помещено в красивый цинковый гроб и спустя некоторое время доставлено в Гродно. А ее мать посвятила свою жизнь благотворительности. В 1912 году известно, что именно она организовала в Гродно первый детский сад для работающих матерей, а до 1915 года возглавляла благотворительное общество, которому этот детский сад принадлежал. Уже в 1915 году она уехала в Россию, спасаясь от войны, а в 1918 умерла. Вот такая история этой усыпальницы. На самом кладбище очень много оград и крестов работы Кочанов. Все закаталогизировано в книге Зориной, и очень жаль, что книга без цветных фото. Но вот, как всегда, на науку денег нет. Работы Кочанов отличались изяществом и добротностью, и, возможно, они первыми ввели моду на фотомедальоны на надгробиях и надмогильные круглые подсвечники. Вот этот есть в каталоге Зориной как пример их работы. И из-под рук Кочанов вышли оригинальные ограды, металлические кресты на могилах многих семейств города Гродно. Но все здесь оказались равными. И рядом покоятся останки самих мастеров. Вот это их памятник, и, как значится, глава фирмы Василий Кочан умер на 55-м году жизни, 1907 года. И рядышком, с другой стороны, также прикреплена табличка о том, что старший сын Осип скончался в 37 лет, в 1910 году. А семейное дело продолжил Андрей Кочан, и, как я уже сказала, фирма перестала существовать в 1928 году. Вот такая история. А мастер Игнатий Селеневич скончался, точная дата неизвестна, где-то между 1914 и 1920 годами. Так что искусство ковки почти утрачено было на наших землях, увы. А из современных достойных гродненских мастеров кузнечного цеха по металлу самый известный, пожалуй, это Юрась Мацко. Яркий пример его работы, которую знает каждый гродненец, это пожарный, который держит за хвост петуха, фигурка расположена на пожарной каланче. Думаю, многие туристы, да и гродненцы слышали и видели, как здесь играет гарнист в 11:58 ежедневно. Фигурка расположена как раз на этой башне, а напротив, недалеко, расположено здание фарного костела, и, думаю, тоже вы обращали внимание на кованые железные двери и надвратную решетку на фарном костеле, то знаете, что это исторические раритеты 18 века, 1740 года изготовления, а в 2000 году их реставрировал также Юрась Мацко. И пришло время рассказать, что и балкон на отеле «Семашко», бывшем доме купца Муравьевых, работы Селеневича, который был утрачен и долгое время здание стояло без ажурных решеток, так вот, их изготовил заново именно Юрась Мацко в 2015 году. Вот такая история.
Конечно же, это даже приблизительно не полный список и видео о художественном металле в Гродно, но надеюсь, теперь, проходя мимо балконов, оград, решеток и козырьков, вы немного больше будете знать информации и что и откуда тут появилось в нашем историческом и замечательном городе. Если видео понравилось, прямо сейчас поставьте лайк, пишите свои комментарии, может быть, кто-то из вас знает интересные факты по теме видео, о которых я не упомянула. И вообще пишите свои выводы и впечатления. Мой канал для того и создан, для общения между людьми. Ну а я, как всегда, всех обнимаю. Всем пока.